Всем привет! Сегодня я беременна. Хозяин квартиры, да, написал и выселяет нас. Мы купили билет. Ой. Все хорошо, зайчик. Happy New Year! С Новым годом! Yay! Happy New Year! Be careful! Ой. Все хорошо, зайчик. Все хорошо. Firework. Да, что-то салютов не как раньше. Раньше везде было. Даже в Астрахани, помню, смотришь в окно и все сияет. Просто сейчас что-то мало кто взрывает. Или они супер дорогие стали, или их сложнее купить. Ну вот да, спустя несколько лет стало все как-то вот. Либо люди поняли, что это деньги на ветер. Happy New Year, everyone! С Новым годом! Say с Новым годом! Юрчик, что происходит, скажи? В чем? He was scared. Что за движуха? Так, доброе утро. Первое в этом году. Начнем с уборочки. А еще надо сходить за салфетками. Или заказать. Надо заказать вместе с завтраком и с хлебушком. Смотрите, кстати, что мы купили. Давай пить водичку. Вот так. Давай сам. Эй, телефон хочешь? Телефончик. Так, мы прибрались. Заказал такую еду, салфетки, хлеб. И, кстати, тест на беременность, если кто не понял. Мы его будем проходить. Потому что какие-то есть у нас новые подозрения. Нам, короче, кто-то из подписчиков, не из подписчиков, кто-то на Яндекс.Дзене, короче, написал. Ну, видели такой эпизод. Короче, шел пар в столешницу. Ну и кто-то спросил контакты хозяина квартиры. Вот написали хозяину квартиры, что вот так. Смотрите видео, где вандализмом занимаются в вашей квартире. Вот, ну и написали, потому что я завидую хозяину квартиры. Из-за того, что у меня такое никогда в жизни не будет. И я пытаюсь уничтожить квартиру, короче. Хозяин квартиры, да, написал и выселяет нас. Хоть это, оказывается, роман, и он сам нас пустил, и он монтировал, кстати, эпизод. Но он написал нам: проваливайте из квартиры. И вот мы сейчас убираемся и будем уезжать. Так грустно. Да, мальчик, нам надо и сейчас искать жилье. Шутка. Конечно же нет, это же, конечно, роман. Это, конечно же, столешница, это просто горячая вода, мы ничего не уничтожаем. Алло? Здравствуйте. А, вы уже здесь? Вы здесь? А, сейчас открою. Минутка. Пойдемте. Здравствуйте. Спасибо. Хорошего дня. Так, салфеточки, молочко, индейка, пирог, печень. Юрчик любит печень и полезно тоже. И хлебушка немножечко. Нави делает банановые блины для Юраяна. Я хочу пирог. С этого года должна была быть диета. Ну ладно, с понедельника. Сегодня понедельник. Сегодня понедельник. Следующего понедельника. Кстати, если вы смотрите это видео, то поздравьте Нави с днем рождения. У нее сегодня день рождения. Но я не читаю там комменты на Дзене, потому что там у нас уже сильная, как сказать, мы слишком разные уже с этим поколением. Я не знаю, почему там так. Я поэтому там комменты больше не читаю. Но Роман мне время времени отправляет, ну, просто поржать. Вот. Ну, не знаю, я даже не поржал на самом деле. Мне реально стало обидно. Обидно, что и такие люди вообще существуют. Желчные, завистливые.
Вот. Потому что я никому, ну, плохого ничего не сделал. Ну, я просто живу в свое удовольствие, и им это просто не нравится. И они пытаются всячески нагадить как-то, вот целыми днями там обсуждают нас, обзываются, не знаю, что там делают, короче. Ну, у каждого свое предназначение. У кого-то предназначение целыми днями сидеть, кому-то гадить в комментариях, а у кого-то заниматься полезными вещами. Вот. Мне написала какая-то женщина тоже на почту, сказала, что там люди недоумевают, что я скрываю что-то. Почему? Ну, типа, у Юрия, как, типа, он недоразвитый у нас. Типа, он что, говорить должен? Или он должен ходить, или что? 7 месяцев. Ему 7 месяцев. У нас нет никаких поводов для беспокойств, ну, все нормально. С 6 до 10 месяцев они начинают максимум ползать и сидеть. Ну, он в принципе, сидит. Вот. Вот. Он начал уже ползать, поэтому не беспокойтесь. Ну, так, с Романом, понятно, шутка была. Вот. Никто нас не выселяет. Роман, в отличие от многих, адекватный. Вот. Ну и Юрчик, я думаю, многих из этих комментаторов, кто считает его недоразвитым, будет по IQ как минимум выше через несколько лет уже. Потому что Юрий у нас не будет таким зашоренным. Мы желаем всем в новом году не быть сильно зашоренным таким. И даже если вы становитесь пожилым, вот, и себе тоже такое пожелаю, когда я буду становиться пожилым, чтобы я менялся под этот мир и был более гибким. Дай бог оставаться современным и не становиться старым, сварливым старикашкой. Просто, ну, реально жалко людей становится. Ну, от того, что они так могут мыслить. И, ну, такое, знаете, чувство прям неприятное какое-то. Вот, испанский стыд такое называют. Когда вот тебе стыдно за людей становится. Не за себя, а вот за кого-то. Когда стыдно становится, даже еще хуже. Who eat marmalade? Who eat marmalade? Ну, он дополз, нашел упаковку с мармеладом, ее открыл и начал есть. Ну, у него все изо рта достали, успели. Такие, что-то замолчал такой себе спокойный. Он там мармеладки нашел какие-то. Новогодний подарок. О! Чьи мармеладки? Кто нашел мармеладки? Вот это он успел съесть, но Нави успела достать изо рта. Мы купили билет, не буду пока говорить куда. И там уже, куда мы, в новой стране, где мы останемся. Мы там будем, наверное, уже долго, какое-то время. Думаем арендовать дом или квартиру уже надолго. И даже если мы будем уезжать, просто оставлять ее там. Поэтому там можем уже покупать какие-то вещи. Манеж, там, не знаю, стульчик купим. В принципе, он уже, вот, смотрите, за столом, может сидеть спокойно. Можем уже есть. Да, пить, есть можем. Давай, держи. Не хочешь? Не хочет. Сейчас будем есть. Сейчас будем есть, ура!
Ну и с Романом, на самом деле, у нас очень хорошие отношения, мы общаемся как друзья. И я очень рад, что нашел его, потому что он много, сильно помогает уже. Яндекс.Дзен стал доплачивать именно за комментарии, за подписчиков. 1500 рублей в день только за комментарии падает в день. И у меня прибавка прям офигенная пошла, то есть, где-то, да, 1500 в день. Чисто за комменты платят теперь Дзен. Помимо там той суммы, которая уже была, там пару тысяч долларов в месяц, еще вот так вот выходит. Это вообще четко. Да. Вот, и Роман тоже очень благодарен мне за такое количество работы. Вот. А у меня остается время там тоже над тем, чтобы заниматься курсом. Ну, еще у нас темперамент такой. Ну, как бы он очень спокойный. К тому же он мальчик. Мальчики позднее начинают шевелиться. Скажи, ну мы еще ленивые немножечко. Да, не хотим ползать. Давай, покажи класс. Сейчас чуть-чуть практики, и мы будем бегать. Надо ему хороший стимул просто дать. Вот, давай, не ленись. На руках, ладно. Вот так. Идет. Шишки собирает. А самое интересное, что все эти разговоры настолько бессмысленные зачастую становятся. Такие комментарии вот ко всем, у кого дети есть. Если почитать, и потом это... Вот вы во сколько начали ходить? В 5 месяцев, в 6, в 7, в 8, 10? Когда вы начали говорить? В год, в 2, в 3? Да какая кому разница? Все одинаковые вырастают. Ну, примерно плюс-минус. В среднем обычно вы возьмите ваших друзей, мам, родителей. Все обычные, обычно разговаривают, нормально ходят спокойно. И какая разница, на 7-м месяце там вы сели или на 6-м месяце, это вообще пофиг. Ну, людям просто больше нечего обсудить. Базара зиры, как говорится. Обсуждайте что угодно. Нам за это, в принципе, платят. Юрчик даже танцует у нас. Танцует вот так вот. Ну, Юрчик, кстати, 7 зубов уже. Кто еще может 7 месяцев похвастаться столько зубов? Притом они в 6 месяцев уже были. И я прошу, если вы, адекватных, нормальных людей тоже тогда пишите комментарии, чтобы вот не было такого ощущения, что прям все затмевается какими-то этими неадекватами все. На Ютубе, кстати, нет такого, и в Инстаграме, то есть это именно относится к аудитории, видимо, Дзена. На Ютубе можно найти там, единичные случаи, там кто-нибудь забредет. Посторонний, может, человек, просто который нас не знает. Pancake is ready. Yuri's pancake. Yuri's pancake. Banana, a little bit of flour, and egg without sugar. Ручки моешь? Ты ручки моешь? Чего такой серьезный? Как там пирог? Ну, с чего сейчас будем есть, кушать? Ура, ура! Ням-ням-ням, авокадо. Чего ты тут глазки строишь? Постоянно смотрит, как я ем, когда жую. Как я жую, а потом сам начинает тоже жевать. Ой. Его вываливается изо рта. Смотри, как надо есть. Юрчик, ты прожуй сначала. Полный рот. Ты что все закладываешь и не жуешь? Жуй, вот так, жуй, вот. Вот, у тебя зубы, 7 зубов тебе на что? И прямо сейчас мне женщина написала ВКонтакте, ей 65 лет, она тоже с Яндекс.Дзена. Сейчас я вам прочитаю. Здравствуйте, Дима. Некоторое время читаю в Дзене о вашей жизни с Нави сначала, а теперь с Юрчиком. Я пенсионерка, мне 65. И у меня дочка Настя, ей в январе будет 38. Скоро будет второй раз с мамой. Признаться, но пишу сообщения
после прочтения неприятных комментариев. Но я очень переживаю и принимаю близко к сердцу. Считаю, что каждый человек имеет шанс устроить свою жизнь по своему усмотрению, а злоба и зависть – это всегда плохо. Вот мне не повезло, не дали жить так, как хочу, как мне нужно, но дочке я смогла помочь, и сейчас она живет в Дании. У нее счастливая жизнь, хорошая работа, и это меня делает немного счастливой. А вам, Дима, желаю только успехов, счастья, удачи, благополучия. Уверена, что у вас и ты замечательный, и все получится. С уважением и пониманием. Но не буду говорить имя, потому что я не спрашивал разрешения на прочтение. Вот. Ну и я рад, да, такое читать, что не все на Яндекс.Дзене такие желчные. Вот. И я тоже не понимаю, что я сделал плохого. Но я пытаюсь понять все равно психологию этих людей, ну, которые пишут ядовитые комментарии, оскорбительные какие-то, пытающиеся найти какой-то у нас изъян, как-то нас унизить, как-то пытаются доказать самим себе, что у нас все плохо, что у нас плохая жизнь, почувствовать себя лучше. Но, видимо, да, вот эта категория, она сама вот же признает, что, ну, не получилось свою жизнь провести так, как она хотела. И я думаю, большинство людей в этом возрасте, многие прожили жизнь, к сожалению, под чью-то дудку, под какие-то стереотипы, под какие-то рамки, ограничения, ну и были, да, совершенно другие возможности, которых не было вообще тогда, в принципе. Если углубиться в это, то да, можно, наверное, понять эту озлобленность сейчас, а тут какой-то щегол, ну, по их меркам, молодняк какой-то там бегает, зарабатывает тем, что ему нравится, снимает какие-то видосики, ему там за это платят. Ну, притом они даже не могут осознать многие, что это сейчас является тоже работой. В принципе, я много работаю тоже. Вот, но со стороны кажется, что просто вот ходят. Еще и выбрал себе в жены не местную там россиянку, а откуда ты еще привез, типа ты что? Ну, тоже такие есть российские всякие высказывания, типа, или там недостоин русской, там, или русские там не обращают на меня внимания, еще что-нибудь такое. Не, у меня все нормально было с девушками всегда, и в России, и везде. Это никак не связано, что я избегал там русских или что-то, ну так у нас получилась такая судьба, и жил я, потому что на Филиппинах, и встретил вот на... Они даже, может, подсознательно смотрят видео, завидуют, ну, типа, блин, вот я не прожила так жизнь, там, не прожила. Ну, я в основном это женщина, если честно. Ну, бывает мужчина, но в основном женщина. И, блин, а он, щегол, живет как хочет, и они, может, да, не осознают, что вот у них эта ненависть идет, и они пытаются вот что-то найти такое негативное, плохое. Вот он тарелку не помыл. Вот он, они грязнули. Ах, а я чистоплотная, у меня тут все чисто. И вот, да, он хуже меня, все, могу спокойно сегодня спать идти, они хуже меня живут, они нехорошие, все, и на душе, наверное, легче становится. Да, ну вот еще пишут, что в семьях-то бывают завистливые родственники часто, поэтому если такая зависть в комментариях, там, в интернете, то, значит, вы все правильно делаете. Да, я тоже думаю, и чем, кстати, успешнее, ну, и чем лучше ты начинаешь жить, тем больше начинаются вот таких людей. Пока я жил там на Филиппинах где-то в бамбуковом доме, ну там и аудитория, правда, меньше бывает. Ну, вот. Но вот первый хейт, он начинается тогда, когда чем больше у тебя подписчиков, больше просмотров, больше денег, и больше начинается вот такой злобы на тебя. А наша работа создавать, а ненавистников работы ненавидеть. Поэтому мы продолжим, каждый пусть занимается своим делом, в чем он хорош. То же самое про квартирный вопрос. То есть люди там получили когда-то в подарок свои квартиры, и теперь кичатся тем, что вот у них квартиры, и все должны иметь квартиру. И вот ты неудачник, у тебя нет квартиры, а у меня есть, значит, я лучше тебя. Ну, это тоже в России у нас такой сформировался такой менталитет квартирный. Все там в Европе, в Америке 70% людей живет на съемных, и это нормально считается. Ну, типа, покупать, мне кажется, тоже, если как инвестиция, можешь там сдавать. Ну да, но мне эта работа тоже не очень нравится. Я могу сейчас купить квартиру. Во-первых, у меня есть квартира, у меня доля, там, треть в центре в Астрахани, у нас дача, у нас еще один дом там есть. Я понимаю, вам хочется там кому-то покичить, ну,
стать выше вот нас из-за того, что у вас там жилье какое-то есть. Ну, блин, это тоже так, на самом деле, низко. Это так все низко, на самом деле. И то же самое с орфографией, знаете, когда люди хотят почувствовать лучше себя с какого-то оппонента или там блогера, начинают ему писать про орфографию. Не, понятно, поправки, это нормально сделать поправки, но пытаться унизить за счет этого, я вот лучше тебя там, грамматику знаю, еще что-то. И все, и такие сразу, я крутой, я лучше его. Да, пожалуйста, какая разница, кто лучше, кто хуже, вообще это какие-то сравнения на самом деле глупые. Вот приехали в нашу новую гостиницу. Будем здесь жить. А что мы на самом деле? Идем к агенту визовому. Будем легализовывать, наверное. Все продлили. Ну, нам через пару дней на следующей неделе дадут уже документы. Можем легально оставаться хоть до марта. Короче, пока Филиппины закрыты. Итак, пока мы здесь на ВДНХ решили на ВДНХ зайти. Юрчик вот заснул. Как раз пойдем посмотрим каток. How you been to Russia? Nice. Winter is cold, of course, but it's amazing. It's something new for me. Beautiful. The snow is beautiful. It would be nice if we go to Kremlin. I would really feel the white Christmas vibe. Why are you so sad? No. You should be happy. Красиво. Цветок. Forget. Двери закрываются. Следующая станция. Я рассказываю и показываю. Это Юрчик, это Юрайн и Найви. У нее сегодня день рождения. Это камера, на которой я снимаю сейчас. Это цветок. Красивый цветок. Цветы. Это мохнатка. Мохнатка или собака, или кошка. Итак, я ушел на дистанцию и проверим, как будет слышно теперь. Я буду теперь как ведущий стендапер. Здравствуйте, добро пожаловать на мой канал Дмитрий Вест. Сегодня я вам расскажу тарам-пам-пам. И уйду туда вообще. Раз, два, три, четыре, пять. Вау, вот это здесь темно, вот это здесь круто. Вот это да, вот это да. Доброе утро. Здравствуйте, дорогие друзья. И сегодня мы решили подождать утро, и Нави пойдет делать тест на беременность. Потому что у нас есть некоторые подозрения. Ты хочешь сестренку или братика? Зайчик. Ты хочешь второго зайчика? Sister. Всем привет. Сегодня я беременна. Dun. Run for your life. Then run for your life. Ta-da. Eugene, you have a sister! Yay! Ta-da! Я беременна! Да, просто мы читали, что, ну, я читал тоже, что цикл должен начаться там через 6 месяцев, но, видимо, из-за того, что все еще активное грудное вскармливание, поэтому нет еще цикла. Нет, Юрчик, ты остаешься пока один. Be
Ой, так как же интересно. Всё, для Найли подарок пришел тоже. Это моя подарок. Ой. Ну, красиво. Спасибо, цветок. Спасибо большое. Димка. Кроссовки. Кроссовки. It's perfect fit. It fits perfectly. I can already not fit my sister. No, don't give. He put it in his mouth right now. Nice. Юрчик сегодня, кстати, сел в первый раз сам на попу с положения лежа, вот с такого. Покажи, Юрчик, как ты сел у нас. Покажи, как ты сел. Давай. Как ты тут садишься. Давай, садись. Покажи. Покажи, как ты садишься. Дмитрий Вест. Спасибо большое. Все сделали. Регистрацию. Вот эта бумажка. И вот это. Миграционный учет. То, что нам в Астрахани не хотели делать. Здесь мы сделали с помощью агентств. Да, в Астрахани отчасти они правы, иногда пропускают и не спрашивают, но все зависит от таможенника, на что, ну и мы не хотим полагаться на случай какой-то и думать, выпустят, не выпустят. С этой бумагой точно у нас все есть, у нас есть миграционный учет, и у нас есть регистрация, мы сделали регистрацию даже, и так что даже если полиция остановит, у нас есть все документы, и на таможне у нас все проверят, если все будет нормально. Поэтому да, это вот мы сделали в гостинице «Космосе», как раз там у них офис находится. Также мне прислали мой дрон, его починили, оказывается, пропеллер надо было заменить. Замена пропеллера, замена стекла камеры, это в Дагестане стекло треснуло, когда он упал тоже. 4500 вместе с доставкой, они сами забрали его отсюда, увезли, привезли. 4500 рублей, вот. Ну и регистрация, стоило там 7500 в итоге все. Поэтому зато не надо никуда выходить, в каких-то очередях стоять, ломиться к ним, умолять, спрашивать, к директорам ходить и все такое. Это все упростило намного. Прыщи в Москве постоянно появляются. Что тогда в августе было, в Москве были прыщи, а в Астрахани все проходит. То есть, может, воздух или климат мне там больше подходит, какой-то сухой более, может. Все как-то так.